Небольшая предыстория. Сидел я, значит, и тупил в Инстаграме. Листал ленту одну за одной и наткнулся на следующий фрагмент. Почему ты так пристально смотришь на свои часы? Часы. Я хотел узнать время. И я совру, если скажу, что меня это не заинтересовало. Я вышел в Steam с таким вопросом. И действительно, игра находилась в разработке, и ждать оставалось недолго. Месяцы протекали, и игра в оконцо и вышла. Я купил максимальное издание за свои кровно заработанные, и отвечу на повисший вопрос. Стоит ли она своих денег? Думаю, вы понимаете, что ответ положительный. Начнем с главного, с сюжета. Главному герою пришла пора задуматься о поступлении в учебное заведение. Но вот незадача. Все колледжи отклоняли его заявку о поступлении. Он уже был отчаялся, но тут ему приходит письмо от колледжа магических искусств, присланное директором Бладхарт. Они готовы принять его и выделить место в общежитии. Добравшись по адресу у входа, его встречает Пертурович, хранитель врат, или в простонародье охранник. Главное, не говорите это при нем, потому что это звучит не совсем почетно. Пройдя до главного корпуса, ГГ проходит тест на определение маны. Но результат оказывается неутешительным. У него инертная мана, что означает, он не может использовать магию. Но несмотря на это, на обучении он может присутствовать. Нашим экскурсоводом по колледжу становится Морган. С виду девушка, но, как и все здесь, со своим сюрпризом. И под сюрпризом я имею в виду Проходя мимо торговых автоматов, Морган предупреждает, что ночью здесь лучше не появляться, так как с заходом солнца становится опасно. Со временем, конечно, мы узнаем, что такого страшного скрывает за собой это место. И скажу я вам, это было В конце концов, мы добрались до общежития, в котором проживают Люси, Белла, Джекил и Морган. С первого прибытия на нас положил глаз Люси, и уже ночью, после уборки комнаты, он приходит, чтобы поздравить нас с новосельем. Но после что-то идет не так. Герой вырубается и оказывается в больнице. Люси поясняет, что после приятного времяпрепровождения в силу вступил контракт, исходя от мыслей ГГ. Его же мысли в ту злополучную ночь были об учебе и о Шрексе. Если ничего из этого не будет выполнено до экзамена, он потеряет душу. Но это странно, ведь контракты могут заключать только инкубы, достигшие 30 лет, а Люси далеко не 30. Как же так вышло? Ну, оказалось, что ГГ обладает редким даром, благодаря которому он может на короткое время усилить любого волшебника. Думаю, вы понимаете, каким образом. И это, по сути, весь сюжет игры. А будут ли выполнены условия или нет, зависит уже от вас. Перейдем к сладкому, к персонажам. Люси, как уже было сказано, инкуб. Пошляк каких еще поискать. Тусовщик и раздолбай. На учебу забивает, оттого и остался на второй год. Жиза, бро. Но по достижению максимальной близости меняется в лучшую сторону. Стал прилежно учиться, не без нашей помощи, если вы понимаете, о чем я, и перезаключит с нами контракт в дальнейшем. Условия будут несколько смягчающими, и бонусом он станет нашим Шрекс-рабом. Белла. Стерва с внушительным проклятием. А вы что думали? Я буду говорить о Яху? Проклятие она получила от ведьмы, и условия деактивации просты. Поцелуй любимого. На деле, конечно, просто, но кровать она перепробовала не одну, и тем более не две. Любит дорогие шмотки, и чтобы добиться ее внимания, разумеется, нужно иметь большой кошелек. Помогать всячески, выручать. Расположите ее к себе, и проклятие исчезнет с ее противным характером. Морган. Скромняга и отличник. По ходу развития линии с ним мы узнаем, что он аристократических кровей, после того, как появится его братец. В дуэли за титул он проиграет, но с нашей поддержкой он возьмет матч-реванш и вернет свое место, которое по праву ему принадлежит. Также он станет раскрепощеннее и более извращенным. Джекил – учительница. Без сюрпризов, как большинство соседей, но только поначалу. Стоит наступить ночи, и она превращается в оборотня, готового залюбить каждого встречного своей продолговатой морковкой. Лишить ее этого дара можно только показав ее альтер-эгу, кто здесь настоящий доминант, и выступить секундантом в нескольких обрядах. И в последнем, где предоставляется выбор без выбора, для меня, мы помогаем ей обрести полную свободу от контроля извращенного мохнатого чудовища. Есть еще Лора, с которой нельзя заиметь отношений, но можно поучаствовать в играх с маленьким числом тентаклей. Хентайщики одобрят, кстати. Есть еще рыжая онлифанщица, которая в дальнейшем еще окажется полезной в изгнании духа. Не ломай мне яйца!
но ее услуги не бесплатны, поэтому насобирайте как можно больше денег, чтобы она отработала каждый потраченный цент. Мини-игры в основном нужны как для заработка денег, так и для более пикантного контента. Разновидностей достаточно. Пазлы, на реакцию, на логику. Сейчас бы в Шрекс новелле на логику игр добавлять. Их достаточно, и они весьма креативные и разнообразные. Уж точно не дадут заскучать. Озвучка. Для игры была приглашена команда Dreamcast, которая всем анимешникам знакома. И справились ли они на возложенную им задачу? На все 100. Голоса подобраны идеально и исполнены хорошо. Мед для ушей, особенно когда врывается мат. Ты, блядь, о чем-то кроме секса можешь думать, насадка для члена? Ну, конечно, началась эта хуйня. Я сейчас ногу тебе оторву и ей же тебя выебу. Он снова спиздил мой шампунь. Профессора ебут мозги. Что-что, а пройти ее советую каждому, хотя бы ради того, чтобы послушать, как ребята оттянулись по полной. Ну и без минусов никуда, хоть их и немного. Нельзя сохраняться вручную, они промежуточные. Как закончили день, так игра и сохранилась. Промотки текста нет, а если она и есть, нет подсказок, что касаемо управления. Буквально нужно нажимать кнопки наугад, чтобы понять, какая за что отвечает. Ну и в принципе все, больше минусов я не заметил. Мне действительно пришлась по вкусу эта игра. После прохождения остаются исключительно положительные эмоции. Например, в случае с Бейн Хадик, если хотите обзор, пишите, у меня осталось странное послевкусие. Сама по себе она хорошая, но остается чувство пустоты после всего, что там было. И в этом заслуга хорошо прописанных героев и качественному сюжету. В случае с Femboy Futa House это веселая и задорная игра на денек, которую вы точно не забудете. В будущем будут выходить DLC, и я определенно буду и дальше следить за развитием этого проекта. С вами был канал Артема, и мне понравилось в Femboy Futa House. Всем до скорых встреч!